Сейчас мы, ребята, едем с вами на северо-запад Беларуси, в курортный город, который называется... Надеюсь, вы слышали? Браславские озера. Ну, мне кажется, что многие слышали. Ну, я думаю, что да. Очень много красоты, конечно. Жалко, что не хватает Браслав, игроков. он утопает прям Да. в озерах. Да. Ну, Так что поедем. вперед. И не забывайте про лайки, подписи. И что там? Колокольчик. Комментарии обязательно Комментарии, пишите. да, пишите. Советуйте, где побывать, что посмотреть. И мы обязательно, как это, приедем к вам, да? Вы только позовите. Да. Вот, ребята, у нас еще одна остановочка. Ехали и увидели, как говорят, голубая достопримечательность Белоруссии. А где она находится? Находится она в Браславах. Браславский район. Смотрите, какая красота. Хоть уже и холодновато, 0, даже минус утром был. Но посмотрите, какая чистая водичка, песочек. Классно. Ну вот, и таких вот озер, вот реально, очень-очень много. Мы так периодически, конечно, останавливаемся, но все снять их тоже так нереально. Такие вот Остановиться это нереально. да, потому что их полно. Так что всех приглашаем, посетите, не пожалеете. Здесь реально очень он и красиво. называется как бы туристический город, потому что за счет этих вот озер все сюда приезжают и отдыхают. Ну да, отдыхать здесь очень красиво. И очень это обустроено, потому что и озеро, и сразу есть где полежать, где посидеть, где покушать. Ну, как бы. Да, даже и мусорницы даже вон. Даже Тоже песочницы здесь. для детей. Или это что? Да, песочница для детей. Посмотри, какие вот мне больше понравилось. Стол. Это вообще столики такие. Да. Ну, это просто классно. Вырезаны Смотрится, специально. это круто. И вот там. Так, ну а мы, ребята, двигаемся дальше. Мы помчимся. Костелы, вот, как правило, встречаются чуть ли не в каждой деревне. Но это тоже такой вот интересен тем, что такой вот деревянный. Потому что такие красный кирпич. А это такой вот небольшой в деревушке Парабродье. А сейчас, ребята, мы с вами находимся на Кубе. Смотрите, как интересно придумали. Национальный парк Браславские озера. Мы сейчас, интересно посмотреть, заедем, посмотрим. Это мы так едем на Карибы, ну или на Кубу. Вот еще один указатель. Вот и мы сейчас поедем с тобой куда? На Фиджи. Фиджи, Ямайка, Куда? Марокко. На Мальдивы? Ну ладно, давай на Таити. Мальдивы. На Мальдивы, да? Сюда едем, на Мальдивы. Да, это сюда на Мальдивы. Так что, ребята, если уж хотите на Мальдивы, то вам предстоит проехать по нашему белорусскому лесу. Зато классно, зато такая красота, это же просто классно. Интересно Не посмотреть. оторвать. И куда же мы по таким указателям приедем? Тут указателей нету. О боже мой, пожалуйста, давай туда мы не поедем, там большая такая гора, или туда надо пешком идти. Не сбилась. Так, какая лужа? Проскочим. Нет, мамочка. Ой, господи, господи. Я так понимаю, нам сюда. Не заблудиться в этом лесу. Знаешь, я уже не хочу Мальдив. Значит, поедем на Фиджи.
Я уже хочу отсюда выбраться. Да, мы уже, получается, наверное, полпути проехали. Ладно, мы сейчас приедем и вам тогда покажем. Прямо, а Бали, Куба? Куба направо. Ну, поедем налево. Куда нам? Поедем давай налево с тобой, да? Поедем? Налево. Это Вова в процессе. Налево или направо? На Кубу? Поедем налево, поедем на Мальдивы. Налево Мальдивы, Нам бы Куба. потом в этих Мальдив не заблудиться. Это вот так вот выглядит рабочий процесс. Да, ребята, что Это только за не кадром, сделаешь. это съемки, это съемки. Это психи, это нервы, это непонимание друг друга, это скандалы, это переключение с одного дела на другое дело. Это просто, это недосыпание. Да. Ничего не скажешь? Нет, ничего не скажешь. Ну а что сказать? Теоретически муравейника хороший. Теоретически так оно и есть. Вообще на карте у меня уже дорога пропала давно. Ну да, потому что мы, я говорю, мы, короче, заехали. Главное, в какую-то чтобы нас тундру. вывела эта дорога. Это просто. Вот так вот мы работаем. Здесь один навигатор, второй там, потому что смотри, какая здесь яма. А мы Очень. поднимемся по ней потом. Что-то... Ой, мама, мамочка. Короче, это просто жесть, ребята. Чуть машина не перевернулась. Все, я выключаю камеру, потому что у меня больше не хватает слов. Едем на Карибы. Да, вот, ребята, получается, что вас здесь ждет. Ну-ка, пойдем посмотрим. Пожалуйста. Да, это по лесу. Ну сколько? Километров под 5 мы, наверное, пропилили. И смотрите, что здесь как сделано. Здесь сделано дровник. Такая вот беседочка. Даже туалет. И даже есть что-то, баня, наверное. Сейчас посмотрим. Да, ребята, это баня. Я вообще в шоке, удивлен. Получается, вот разжигают, парится. Здесь вот веник даже есть. Все пропенено, все плотненько. Разжигают костер, парятся. И по мостику. Это надо? Классно сделали. Смотри, рыбаки. Да, вдалеке вот рыбаки. И вот такие вот красоты. И тут по лесенке спускается. И песочек. Да, здесь, конечно, летом очень классно и здорово. Даже надо взять, запомнить эти Карибы. Ну да. Сейчас я попробую забраться. Да, конечно, проехать по лесу, если машина с низкой посадкой, то это вообще нереально. Но зато этого стоит. Если сюда приехать, то просто-напросто можно несколько дней очень здорово провести. О. А почему больше можно? Ну вот смотрите, какая красота. Здорово. Очень красиво. И вниз потихоньку будем спускаться. Тут если кувырком пойдешь, то беда будет. Ну, покидаем мы теперь Карибы. Это мы ехали 25 минут по лесу, чтобы 10 минут. Да, чтобы увидеть баньку, чтобы показать вам. Беседку. Да, это все, как говорится, ради вас. Что
Это реально. Я думала, здесь будет вау, Ну, конечно. по таким... Ну, ребята, двигаемся обратно мы по такой бездорожью. Ну, опять же, я говорю, замечу, летом здесь будет шикарно. Не надо снимать ни гостиницы, ни номеров, палаточку, лодочку на недельку. Ну, вот это летом отпуск. я с тобой полностью согласна. Но, я говорю, сюда добраться, это... Ой, видите, как меня Штормит. штормит. Да, ну, я думаю, это стоит. Если сюда ты приехал, ты же каждый раз не будешь. Это мы так это сейчас вот заехали, выехали. А когда один раз ты проезжаешь, продуктов набрал на неделю. Зачем тебе эта цивилизация? Здесь, кстати, Ну, а это интернет, посмотри, есть? если Интернета только тоже так. нет. Интернета Здесь, нет. кстати, да, ребята, Нет, ну что, посмотри, там Сколько мы- 3G что-то ловит. сколько мы не ехали, ну, здесь очень часто не бывает интернета, потому что мы вот когда подъезжали по Миорам ездили, заезжали к озерам, подъезжали, интернет отсутствовал. Так что будьте готовы, что местами он здесь пропадает. И это очень здорово. Ну да, ну кому как. Ну здорово, да, что если едешь отдыхать, связь отключил, все отключил, и здорово. Ну а если ты работаешь, то это как бы сложно. Ну что, будем потихоньку мы выезжать. Ой, вообще Встретимся, трясет. как это, встретимся уже в цивилизации. Вот вроде такие маленькие деревушки, а такие вот шикарные, шикарные. Вообще, блин, я ума не приложу, кто их тут строил. Деревня небольшая, а костелы реально очень красивые, впечатляющие. Да, и тоже вот тоже сделано из камня, выложено так вот ровненько из камня. Деревушка с костелом, и здесь вот церковь православная, и получается вот сколько здесь метров 100-150, вон там вдалеке вы видите костел, а здесь вот церковь, и вот такая вот небольшая деревушка, имеется прекрасный костел, а церковь получается она на реставрации, тоже мы посмотрели, она закрыта. Браслав – это курортный город на северо-западе Беларуси, административный центр Браславского района Витебской области. Браслав – знаменитый город на озерах. Он граничит с Литвой и Латвией, и сейчас тут проживает около 10 тысяч человек. Браслав возник на месте балтского поселения на Замковой горе, расположенной между озерами Тревяты и Навята. И у горы действительно протекает протока между этими озерами. Кроме того, в Латвии известна река Брасла. В границах города 3 озера – Тревяты, 5-е по величине в Беларуси, Навяты и Бережье, а в районе насчитывается более 200 озер. Именно поэтому этот регион называют озерным краем. Браслав – исторический живописный озерный край, благодаря которому Беларусь и получила прозвище «Синеокая». Здесь вы сможете познакомиться со всеми природными красотами, узнать все о местной культуре и отдохнуть так, как невозможно ни на одном популярном курорте. Ведь дух родной земли всегда подпитывает человека и заряжает его энергией. А уж в окружении хвойных лесов и чистых озер даже самый заядлый любитель города сможет вернуться к своим истокам и получить массу позитивных, добрых эмоций. Также вы можете посетить множество других достопримечательностей, различные часовни, усадьбы,
культовые камни и кладбища, костелы. Ну и, конечно же, это Браславские озера, Древяты, Навяты, Снуды и многие другие. Каждый найдет отдых для души и тела. Спорт и развлечения, рыбалка, охота, мини-круизы на лодках, катамаранах. А тем, кто любит подогреть кровь адреналином, понравится погружение с аквалангом и водные лыжи. Ну и определенно всем полюбятся пикники и шашлыки на живописных лесных полянах. Это называется городской пляж. Вива Браслав — это где происходят фестивали. А здесь получается и исполнение желаний. Там арочка стоит. Ник стоит 67-й. Браславские зорницы. Видно, что-то проходило здесь. Дорога исполнения желаний. Вот получается, эта дорожка исполняет желания. И здесь тоже, вот видите, вы колокольчики тоже вешают. Нельзя так проходить. Катя говорит, нельзя проходить. А что нельзя? Перед тем, как пройти в эту арку, надо загадать желание. А после этого ты уже должен ее переходить. Ну хорошо. Давай тогда загадаем и пройдем. Стой, я еще не загадала. Я подумаю. Ну все. Ура! А что ты загадала? У меня желание исполнилось уже. Да? Ты загадала, что пройти подаркой? Ну, что я скажу? Это получается вот арка, дорога исполнения желаний. Напротив там городской центральный пляж. Вот он. Там тоже есть. Все, короче, устроено для отдыха. И кафешки там разные, кстати, там цены такие более или менее приемлемые. Там можно взять, арендовать катамараны. Я даже читала, что там можно и яхты вроде есть. Ну да, сейчас не сезон, по просто все ценам убрано. Нормально. И вот самое, что главное, вот тоже это достопримечательность, сделали как в Голливуде. Да, как вот пишут Голливуд, так они и написали. Далека я люблю видно. этот. И это вот, я так понимаю, герб города, скорее всего. И первое место, куда нужно обязательно заглянуть в Браславе, это Замковая гора, откуда и начинался этот удивительный город. Пройдемте с вами. Замковая гора возвышается на 14 метров над уровнем озер, а максимальная высота оборонительных валов достигает 7 метров. С любой точки здесь открываются великолепные виды. Панорама озера Древяты с поросшей лесом линией горизонта, силуэты церкви и костела на фоне городской застройки, прижавшиеся друг к другу крыши, змейки улиц, крохотный остров на окруженном домами озере Навята. С высоты Замковой горы Браслав полюбить очень просто. Так произошло с княжной Еленой, женой великого князя литовского Александра Ягеллончика. Супруги приехали в Браслав осенней порой 1500 года и, вероятно, остановились в замке. Елене так пришлись по душе здешние места, что в следующем году Александр подарил ей город и окрестности. Стараниями княжны на Замковой горе был основан монастырь с церковью Святой Варвары. Елена часто сюда приезжала, здесь провела и последние месяцы жизни. Не устоял перед обаянием Браслава и Станислав Нарбут. Поднявшись на городище, молодой врач решил остаться в городе на всю жизнь и прослужил Браславу более 40 лет.
а перед смертью говорил, что хочет быть похороненным на Замковой горе, чтобы видеть город, озера, дом и больницу из красного кирпича. Благодарные горожане исполнили последнюю просьбу доктора, и вскоре над могилой Нарбута установили памятник – маяк с фонарем на вершине. Истории и легенды, связанные с возведением замка и основанием города, надолго удерживают пытливого путешественника на Замковой горе. Благо площадь городища порядка 2 гектаров располагает к длительным прогулкам. Оно считается одним из самых больших в Беларуси. С Замковой горы вы можете спуститься к главным храмам города, костелу Рождества Пресвятой Девы Марии и церкви Успения Пресвятой Богородицы. Вот если вы видите, вокруг такие вот оборонительные валы, как Екатерина говорила, доходят до 7 метров. Сделаны такие вот беседочки. Почти в самом центре находятся такие вот языческие идолы установлены. Вот такие вот беседочки людям отдыхать. Здесь есть еще вот такой летний амфитеатр, но я думаю, он летом. И мы, получается, вот находимся на самой высокой точке с левой стороны. Это вот здесь из-за елочек плохо видно озеро и город, но он виден. Сейчас пойдем к правой. Так, а вот у подножия тоже находится костел и православная церковь. Сейчас мы туда спустимся, посмотрим. А сейчас еще хочу подняться вон туда вот, тоже на высокую точку. Посмотрите, какая красота. И там будет такое шикарное озеро. Сейчас я подымусь. И обязательно мы советуем вам сюда приехать. Как вы видите, мы приехали уже холодно. Поздней осенью. Да, летом здесь вообще просто шикарно. И каждый для себя найдет место для отдыха. Ну, просто красота неописуемая. Вы видите прекрасно сзади меня этот вид. Это просто нет слов. Да, шикарно, шикарно. Ну а мы давайте спустимся к костелу и к церкви. И вы как видите, две религии тоже вместе сочетаются нормально. Рядышком строили храм и костел, и храм, и как бы все в порядке вещей. Хотя в деревнях, вот мы когда ехали, я не запечатлел, но может впоследствии запечатлю, перед деревнями ставят кресты обычно. И раньше не знал, но уточнил у местных жителей. Это получается, кресты означают что какая преобладает вера именно в этой деревне. Это не означает, что или католическая, или православная. Там могут жить и как католики, как и православные. Но если преобладает больше по процентной соотношении католиков, значит крест ставят католический. Если православный, значит православный. Из Замковой горы здесь мы сразу можем спуститься к главным храмам города. Это костел Рождества Пресвятой Девы Марии и к церкви Успения Пресвятой Богородицы. Пойдем. Спустились с Замковой горы прямо к костелу. Здесь вот тоже хорошо сделали, даже если для инвалидов, типа такого вот пандуса. Он не крутой такой, можно спокойно подняться. Кому тяжело подниматься по лестнице. Ну и вот перед нами Костел Рождества Пресвятой Девы Марии был построен в 1824 году. Увеличен и перестроен в неороманском стиле в 1897. Главная святыня костела – чудотворная икона Матери Божьей Брославской.
Паломники приезжали на остров, чтобы поклониться иконе Матери Божьей Брославской, владычице озер и опекунши всей Брославщины, которая считалась чудотворной. Из-за большого количества людей богослужения происходили в поле, просто на берегу озера. В 1832 году на острове случился страшный пожар, который не пощадил монастырских строений, а икона уцелела. Согласно легенде, ее нашли на соседнем острове Святом, где с начала существования монастыря был установлен крест. С острова Святого чудотворную икону перенесли в алтарь Брославского костела, где ее можно увидеть и теперь. Каждый год 24 августа в городе собираются сотни паломников для чествования образа Матери Божьей Владычицы озер. Главные события праздника разворачиваются у стен костела на площадке, построенной в виде плывущего по озерной глади корабля. А вот позади костела и находится тот самый корабль. Что это Да, за вот корабль? это именно корабль, где паломники 24 августа все собираются. Ну и здесь происходит это торжество. Именно вот перед этим вот кораблем. Ну, я так понимаю, наверное, это вот площадка, да, или вот это, или вот это. Ну да, здесь вот эта стоянка, вот они все сюда приезжают. И Ну, здесь... она, видишь, она, ну, как сцена, правильно это? Да, но она вот выполнена в форме как бы Виде корабля, корабля, потому да. что мы как бы посреди озер. И поэтому... Правильно, потому что это же торжество и связано в честь этой иконы. Но они ее зовут Владычицей озер. И правильно, очень хорошая идея кому-то пришла, и эту сцену сделать в виде корабля. Красиво выглядит, конечно, Очень да, красиво. такой. Ну, я думаю, что оно и на камеру видно, да, что он в виде корабля. Нет, да. Как ладья такая. Даже якорь. Посмотри на крест, и я так думаю, что он еще и будет светиться. Да, потому что, да, видишь, там там вот оно. неоновые штуки, и вполне возможно, что ночью он светится. Ну, не знаю, как каждую ночь, но я думаю, когда проходит этот праздник, он будет подсвечиваться. Ну и, соответственно, вот рядышком костел, а через дорогу православная церковь. Напротив костела Рождества Пресвятой Девы Марии находится Свято-Успенская церковь, построенная в 1897 году. До этого церкви в городе, начиная с 15 века, были деревянными и не сохранились. Более сотни икон, среди которых есть произведения 17-18 веков с чертами местных школ, украшают интерьер храма. Ребята, а остановились мы в Брославах в гостинице Фольварик, которая находится практически в самом центре Брослав, между двух озер, слева и справа. Получается, с выхода набережная прямо выходит прямо на озеро, есть собственные лодки, катамараны, бани. Но подробный обзор гостиницы вы увидите в следующем выпуске. Так что лайк и подписка от вас. Ну вот, ребята, мы вам показали основные достопримечательности этого славного города Брослав. Брослав.
да, Браслав. который, напоминаем, находится в Витебской области. Конечно, это основные, но их здесь столько, их здесь Их полно. множество. Здесь на каждой улице музей, что-то лодки. Очень много. Не перечесть. Да. И, конечно же, мы не можем передать всю вот эту красоту через камеру. Это нужно обязательно приезжать сюда и это все видеть вживую, восхищаться этими всеми достопримечательностями, какая здесь природа. Да и вообще сама Беларусь, она очень красивая страна. И, ребятки, если что-то не понравилось или что-то мы неправильно сказали, вы сами прекрасно понимаете, что мы берем информацию в интернете, где-то есть, из живых источников, соответственно, да, где-то местные жители что-то это я подсказывают. именно конкретно из этого нашего путешествия. Ну и обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайки, Да. обязательно Про жмите не колокольчик, забывайте. чтобы не пропустить наше следующее видео. Да, ваша поддержка очень важна для нас. Ну, а мы, как полагается, двигаемся дальше. Да? Наш путь лежит Да, дальше. поехали с нами, и вы узнаете следующий город, какой мы посетим. Поехали. Так, вот, ребята, еще одна деревушка. И еще одна такая вот церквушка стоит. Потому что ехали и обратили внимание, посмотрите, на дорогу. Дорога старинная еще. Не знаю, сколько ей лет, но сохранилась. Видите, камнями выложенная. Вот именно подъезд церкви выложен камнями. Ребята, вот еще одну деревеньку приезжаем. Вверху вон там что-то написано. И даже вот образ святой даже сохранился. Я сейчас подойду поближе. Читаем, что здесь написано. И, кстати, смотрите. Сейчас. Так, коштовность. Руины. Доминиканский костел, 1809 год. Здесь вот такие вот уже иконки тоже подносят. Не знаю, что это такая за деревня, даже не обратил внимания. Но гляньте, какое кладбище. Это реально, оно очень старое. Год не написан. 1866 год. Представляете? Вот за этой могилкой кто-то даже ухаживает. Да. И вот получается. Смотрите, закрыли двери. Я так понимаю, чтобы не лазили, потому что трещины идут и обрушиваются. Вот даже иконку вставили в проем. Вот вставляют иконы в проем. Не знаю, что это значит. Напишите, если кто знает. Вот еще могила. Адам Наниус. Низкий. Короче, год 1796, 1881. Вот тоже иконки. Вот как он выглядит. Да. Вот это действительно историческая ценность. Ребята, выяснил, этот доминиканский костел находится в деревне Зембин. Я такой тоже даже не слышал, интересное такое название. Так что Какая-то область. это получается Борисовский район, это уже Минская область. Так что вот реально, даже так вот не ожидаешь. Вроде такие небольшие, маленькие, захудалые деревни, а такие исторические ценности. Костелу 200 лет,
А вот изображение лик, как говорится, святой на внешней стороны здания, ну, так хорошо вообще сохранился. Внутри, конечно, уже развалины, трещины. И кладбище настолько старинное, потому что походили еще тоже, посмотрели 1700 и 1800 год, но настолько идеально тоже сохранились памятники. Ну, это... Ты первый раз такое встречаешь? Ну, что в таком идеальном состоянии, ну, ты видела, вот надписи читаются, даже можно почитать имя. Даже вот я показал там на кадре, что за одной могилкой даже до сих пор ухаживают, хоть ей 200 лет. Видно, какие-то родственники или... Так что, ребята, с вас лайк, подписка, колокольчик. Ну, а мы едем дальше.